Северное сияние, заключенное в минерале. Камень, который не подделывают. Камень, который не спутаешь с другими минералами. И причем тут радужный мост Биврёст. Об этом сегодня и поговорим. Всем привет, с вами как всегда Анатолий, и вы на канале Тистоун. Минерал лабрадорит. Или лабрадор. В некоторых источниках эту разницу описывают так. Лабрадорит – это горная порода, содержащая не менее 60% минерала лабрадора. Получается, лабрадор – красивый минерал, а горная порода, содержащая этот минерал, лабрадорит. Странно. То есть я добыл кусок горной породы лабрадорита, обточил и огранил его, он красиво переливается и сверкает на солнце. И вот этот кабошон я уже должен называть лабрадором, так как он уже красивый минерал и в нем нет горной породы. На ум сразу приходит сравнение с алмазом. Пока он не огранен, он алмаз, а когда его огранили, он уже бриллиант. Но страннее всего то, что такое различие в словах и понятиях только в постсоветском сегменте интернета. Во всем остальном мире алмаз – это бриллиант, diamond, а лабрадор – лабрадорит. Эти понятия не разделяют и описывают одним словом, и поэтому я буду в ролике называть его лабрадоритом. А спецов-геологов попрошу в комментах описать детальную разницу между этими понятиями и почему их не разделяют в англоязычном мире. И перед тем, как мы продолжим, самое время напомнить вам подписаться на канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Ваша активность радует не только меня, но и кота. Приятного просмотра! Рядом с Нейном на востоке Канады, а точнее в Ньюфаундленде и Лабрадоре, находится место под названием Остров Пола. Именно в этой относительно ничем не примечательной и отдаленной части североамериканского континента был обнаружен и представлен миру минерал под названием лабрадорит, который и назван в честь самой восточной провинции Канады. Это произошло в 1770 году, когда на остров прибыли моравские миссионеры для проповедования, и считается, что это они открыли этот минерал. Хотя этот камень не так был популярен в культурах инуитов и биотуков, коренных жителей этого региона. Он также был известен скандинавским народам и эскимосам, которые использовали его как украшение и талисман. Учитывая его популярность в современном мире, не только в ювелирных изделиях, но и в духовной сфере, можно подумать, что лабрадорит использовался людьми на протяжении тысячелетий. Но считается, что его декоративная роль в обществе по-настоящему началась только в 18 веке. С этим минералом связано несколько красивых легенд. Согласно инуитской легенде, северное сияние когда-то застряло в скалах на канадском побережье. И один храбрый воин решил освободить его. Он ударил копьем по скале, разбил ее и освободил небесный свет. Эти огни поднялись в небо и породили северное сияние, но камни, которые уцелели от удара, остались на земле и до сих пор хранят в себе частички полярного сияния, что и привело к рождению лабрадорита. Говорят, что лабрадориты, которые мы обнаруживаем сегодня, представляют собой фрагменты света, навсегда запечатленные в скале. Другая их легенда гласит, что огни полярного сияния были заморожены беспощадным холодом этих северных земель. И после эти замороженные огни падали на землю как дар богов, рождая великолепный камень лабрадорит. Для этих народов лабрадорит не просто камень, а хранитель духа предков, содержащий в себе их мудрость и силу. Они считали его источником силы и исцеления, иногда используя в виде порошка как лекарственное средство для борьбы с множеством недугов, увековечивая тем самым древнюю традицию, пропитанную уважением и почитанием этого священного камня. А в скандинавских странах этот красочный минерал, переливчатость которого сразу бросается в глаза, часто ассоциируют с радужным мостом, который соединяет Землю с царством богов Асгардом, с Биврёстом. Для вас не будет сюрпризом, что в местах на такой широте регулярно наблюдаются великолепные проявления северного сияния, а разнообразие цветов лабрадорита поразительно похоже на его цвета, поэтому этот драгоценный камень иногда называют камнем полярного сияния. Эта естественная игра цветов лабрадорита также находит прекрасное отражение в живописи Фрэнсиса Чорча, изображающей северное сияние, напоминая нам о впечатляющих чудесах природы. Лабрадорит встречается в основных магматических породах и представляет собой разновидность полевого шпата, наиболее распространенную в базальтах и габро. Он состоит в основном из алюмосиликатов натрия и кальция. Также содержит следы железа, воды и калия. Таким образом, он принадлежит группе силикатов, а точнее к подгруппе текстосиликатов, и относится к серии плагиокласса, обладая многими свойствами этих минералов. И он единственный минерал в ряду плагиокласса, обладающий сильной лабрадоресценцией, о ней чуть позже. Однако многие образцы лабрадорита не демонстрируют этого явления. Не видя лабрадоресценции, отличить лабрадорит от других представителей серии плагиокласса может быть сложно. Химическая формула такая. По шкале Мооса твердость лабрадорита составляет 6,5, что достаточно высоко и его трудно поцарапать.
Цвет самого минерала в основном черный, серый, иногда серо-зеленый, и он может быть желтым. Но вот блеск может содержать несколько цветов, включая белый, желтый, зеленый, бирюзовый, синий, оранжевый и фиолетовый. И вот, мы подошли к тому, из-за чего этот камень так притягивает внимание к себе, к его удивительной особенности – иризации. Многие образцы лабрадорита демонстрируют эффект Шиллера, который представляет собой игру переливающихся синего, зеленого, красного, оранжевого и желтого цветов. Лабрадорит настолько известен своими впечатляющими проявлениями цвета, что это явление и было названо в честь этого минерала – лабрадоресценция. Такие образцы минерала чаще всего и попадают на стол огранщикам, чтобы создать удивительные изделия с красивейшим переливом цветов. Лабрадоресценция не является проявлением цветов, отраженных от поверхности образца. Вместо этого свет проникает в камень, попадает на сдвоенную поверхность внутри камня и отражается от нее. Цвет, видимый наблюдателем, это цвет света, отраженного от сдвоенной поверхности. Различные двойные поверхности внутри камня отражают разные цвета света. Свет, отражающий от разных сдвоенных поверхностей в разных частях камня, может придать камню разноцветный вид. Сегодня наиболее ценная разновидность лабрадорита по-прежнему добывается в Лабрадоре. Однако некоторые чрезвычайно ценные образцы также поступают из Финляндии. Месторождение минерала там было обнаружено примерно в 1940 году, во время Второй мировой войны, когда шахтеры устанавливали ловушки для вражеских танков. Лучшему образцу лабрадорита директор геологической службы Финляндии дал название спектролит. Спектролит – это разновидность черного лабрадорита, который как бы расщепляет цвет на разные цвета. Сегодня образцы лабрадорита с исключительной лабрадоресценцией из других мест тоже часто называют спектролитами. Спектролит и лабрадорит также иногда называют лунным камнем. Однако эксперты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, являются ли эти камни одним и тем же или нет. Кстати, лабрадорит из-за своей уникальной структуры и свойств не имитируется и не производится синтетически, и его редко путают с другими камнями, поскольку его блеск уникальный. Значительное количество лабрадорита от серого до черного цвета с хорошей лабрадоресценцией добывается на Мадагаскаре и в России. Небольшое количество прозрачного лабрадорита с внутренней цветной вспышкой производится в Индии. На нескольких рудниках в Орегоне добывается прозрачно-оранжевый, желтый, красный, синий, зеленый и прозрачный лабрадорит без лабрадоресценции. Эти материалы продаются под названием Oregon Sandstone и привлекли большое внимание местных дизайнеров и туристов. Помимо этих стран, минерал добывается еще в Австралии, Украине, Франции, Коста-Рике, Германии, Мексике и Норвегии. У этого минерала прям очень много разных названий. Вот примеры некоторых из них. Радужный лунный камень, спектролит, карнотит, мауилит, силицит, радоид, хафнифордит, радужник, русалочный камень, темный лунный камень, павлиний камень и даже бычий глаз. Лабрадорит был чрезвычайно популярен в ювелирных изделиях во Франции и Англии в XVIII веке. Его также использовали как подделочный материал для гравировки и резьбы, а лабрадорит худшего качества использовался для украшений зданий, кстати, как и сегодня. Некоторые отделочные плиты фасадов различных строений являются лабрадоритом. Проходя мимо в них в солнечный день, можно увидеть красивую игру света. При использовании лабрадорита в качестве ювелирного камня необходимы некоторые предостережения. Он ломается в двух направлениях с идеальным расщеплением. Это делает его подверженным разрушениям при ударе. И все же, лабрадорит высоко ценится в ювелирной промышленности за свою переливающуюся игру цвета, которая придает любому изделию нотку элегантности и загадочности. Его часто используют в различных типах украшений, включая кольца, серьги, подвески, браслеты и ожерелья. Яркий внешний вид лабрадорита также делает его популярным выбором для изготовления декоративных предметов. Его обычно используют в скульптурах, резьбе и статуэтках, где его переливы могут повысить визуальную привлекательность и художественную ценность произведения. Ну и конечно же, уникальная красота, а иногда и редкость лабрадорита делает его популярным предметом для коллекционирования. Вот мы и познакомились с интересным и ярким минералом. Надеюсь, вы узнали что-то новое и необычное про него. Не забудьте подписаться, если не сделали это ранее, и поставить лайк, если было интересно. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!